Приветствую вас, друзья! Мы находимся в музее панораме «Бородинская битва». Наш музей посвящен истории Отечественной войны 1812 года. Но, конечно, центральный экспонат нашего музея – это панорама Бородино кисти художника Франца Рубо. Честь открытия панорамы, как отдельного жанра живописи, принадлежит художнику Роберту Баркеру и связана с одной из драматических страниц его биографии. В 1774 году Роберт Баркер, преследуемый кредиторами, был осужден и заключен в тюрьму. Представьте себе тюремную камеру, в которой содержался художник. Темное помещение, подсвеченное едва уловимым светом из небольшого оконца под потолком. И, находясь в этой камере, Роберт Баркер сделал любопытное наблюдение. Этот слабый свет, отражаясь от стены, с какой-то необычайной яркостью подсвечивал лист белой бумаги. Этот эффект должен быть хорошо знаком фотографам. Они подсвечивают модели с помощью рефлекторов, отраженным светом. А Роберта Баркера это наблюдение навело на интересную мысль. А что если подсвечивать большие живописные полотна с помощью отраженного света сверху, а зрителя при этом помещать в затененной зоне? Именно такой принцип используется для освещения панорам. И, конечно, эта идея принесла Роберту Баркеру целое состояние, потому что именно он является автором первой в истории мировой живописи панорамы «Вид города Эдинбурга». В первое время панорамы изображали пейзажи, городские виды, но в конце XIX века все большую популярность приобретают панорамы батального жанра. К таковым относится и панорама Бородино, написанная в 1912 году. В наши дни во всем мире сохранилось всего несколько десятков произведений панорамной живописи. Это не так много, но тем интереснее нам с вами изучать эти необычайные произведения. Этому посвящен наш новый проект «Мировая история в панорамах». Сегодня мы с вами отправимся, пусть и виртуально, в Швейцарию, в Люцерн, и посмотрим на панораму Бурбаки. Такое название панорама получила по фамилии французского генерала Шарля Дени Бурбаки, который командовал одной из французских армий в период франко-прусской войны 1870-1871 года. 19 июля 1870 года французский император Наполеон III объявил войну Пруссии. Но повторить успехи своего дяди на военном поприще Луи Наполеон Бонапарт не смог. В течение 2 месяцев основные силы французской армии потерпели сокрушительное поражение. Париж был взят в осаду, а сам император Наполеон III оказался в плену. В осажденном Париже правительство национальной обороны сформировало новую армию и попыталось снять осаду с города. Но и здесь французов ожидала неудача. В сражении под Орлеаном французские войска были разбиты, и целая французская восточная армия численностью более 87 тысяч человек под командованием дивизионного генерала Шарля Дени Бурбаки оказалась в безвыходном положении, прижатой к швейцарской границе. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung от 4 февраля 1871 года так описывала положение французской армии. У большей части больных и раненых обморожены ноги. Все жалуются, что в течение ряда суток оставались без питания и спали на снегу, без возможности укрыться. Если мы вспомним о битвах, которые вели эти люди в течение 3 суток подряд против лучше организованного, укрепленного, снабженного лучшей артиллерией противника, и впечатление, произведенное внезапным исчезновением любимого и уважаемого командира, мы поймем, что понемногу отчаяние захватило различные части армии. Впервые Бурбаки командовал многочисленной армией при высшей степени неблагоприятных обстоятельствах. Изведенный недугом ложившейся на него ответственности, общим плохим состоянием его войск, несомненно боявшийся обвинений, ставивших под сомнение его солдатскую честь, Бурбаки принял печальное решение покончить с собой.
И хотя попытка самоубийства оказалась неудачной, Шарль Дени Бурбаки сложил полномочия и передал командование над войсками дивизионному генералу Жюстену Клиншану. 1 февраля 1871 года по соглашению с швейцарской стороной 87-тысячная французская армия была разоружена и перешла на территорию Швейцарии. То есть французские войска были интернированы. Интернирование – это задержание иностранных граждан, в нашем случае французской армии, в ходе вооруженного конфликта нейтральным государством, которым в нашем случае выступила Швейцария. Одним из участников этих событий был женевский художник Эдуар Кастер, который в числе добровольцев Красного Креста пережил с французской армией все лишения и невзгоды и участвовал в переходе швейцарской границы. Эдуар Кастер свои воспоминания и эскизы, сделанные в этом военном походе, претворил в картины. И хотя художник был полон тяжелых драматических воспоминаний об этой войне, его изображения, его картины характеризуют его как глубокого и убежденного пацифиста. Безусловно, что именно военная кампания 1870 года повлияла на творческий путь художника и заставила его всерьез заняться батальной живописью. Эдуар Кастер в 1876 году начинает работу над первыми эскизами для будущей панорамы. Начиная от зарисовок местности и заканчивая детальной проработкой каждой отдельной сцены. Стоит сказать, что художник не пользовался фотоснимками местности, к чему часто прибегали его коллеги, другие художники, работавшие в жанре панорамной живописи. Эдуар Кастер опирался исключительно на собственные воспоминания и эскизы, сделанные в военном походе. Считается, что художник самостоятельно разработал композицию для будущей панорамы, и это заняло у него немало времени – 4,5 года. А вот на написание полотна ушло гораздо меньше времени. Эдуар Кастер вместе с группой из 10 художников написал полотно всего за 4 месяца. Итого 5 лет тяжелой творческой работы, и на холсте размером более 1500 квадратных метров развернулась история. Круглое полотно панорамы перед взором посетителя разворачивается в широкую долину Лавельер. Наблюдатель находится в центре долины, непосредственно перед французско-швейцарской границей. Солдаты швейцарской армии, охраняющие границу, стоят в одиночестве на заснеженных лугах. На панораме швейцарских солдат легко отличить от французов. Частью швейцарской униформы того времени была повязка со швейцарским гербом, белый крест на красном фоне. При пересечении границы швейцарские солдаты изымают у французов оружие. Мы видим целую гору винтовок, на которой стоят 3 швейцарских солдат, принимающих оружие. Разоружение привело к накоплению огромного количества оружия, боеприпасов и военного снаряжения вдоль всей границы. Только для перевозки винтовок потребовалось несколько сотен повозок. На краю сцены разоружения, справа от железнодорожной насыпи, в загоне держат скот французской армии. Животные не могут быть ввезены в Швейцарию, так как в то время во Франции свирепствовал ящур. Поток уже разоруженных людей двигается по дороге. В эшелоне много раненых и санитарных экипажей, переполненных солдатами. Французы при переправе производили ужасное впечатление. Многие из них шли босиком или в обмотках. Оставшаяся обувь была в основном плохого качества. На картине мы видим военное имущество, брошенное на обочине дороги, и мертвую лошадь. Некоторые солдаты не в силах идти дальше. Они падают и остаются лежать на снегу. У одной из телег мы видим служащего Красного Креста. Таким образом увековечил себя на полотне сам художник Эдуар Кастер, который, напомню, был участником и очевидцем изображенных событий. На краю дороги священник соборует умирающего.
Всего около 1700 французских солдат погибли от ранений и болезней во время своего пребывания в Швейцарии. Впереди по дороге едет санитарная карета Красного Креста, прикрепленная к армии Бурбаки. Медицинское обслуживание французских солдат в Швейцарии началось еще до их интернирования. Санитарные экипажи Красного Креста прибыли в Ла-Вильер раньше, чем большая часть армии. Французских солдат нужно было как можно быстрее отвести от границы, чтобы обеспечить доступ вновь прибывающим подразделениям. Существующая железная дорога с этим не справлялась. Лишь несколько поездов увезли тяжело раненых от границы. Большая же часть армии прошла еще 40 километров пешком до ближайших крупных городов. В течение нескольких дней по железным дорогам доставлялись группы интернированных в самые отдаленные районы Швейцарии. Измученные французы разбили лагерь прямо в открытом поле. Жители деревни оказывают всяческую помощь иностранным солдатам. Сочувствие со стороны населения было необычайным. В этой части панорамы включено большое количество небольших жанровых сцен, встреч голодающих солдат и неравнодушных мирных жителей. Вот жены фермеров с полными корзинами вышли к солдатам. Поразительно, что рядом с французами и помогающими им мирными жителями нет швейцарских солдат. Убирая их из этой сцены, художник как бы закрепляет гуманитарную миссию только за гражданским населением. В одной из сцен мы видим фермера, которому солдат продает свою лошадь. Ввиду нехватки лошадей в Швейцарии здесь быстро почувствовали возможность для бизнеса. На мертвой лошади сидит французский зуав. Немецкая пресса была настроена к ним расистски, рисуя образ страшного и жестокого врага. Даже швейцарские читатели многочисленных немецких журналов не могли не поверить в этот образ. Однако во время интернирования швейцарцы увидели, что среди так называемых людоедов оказалось немало приятных людей. В то же время слева, мимо французского лагеря, движется швейцарский батальон на усиление пограничных подразделений. Швейцарским вооруженным силам на панораме отдана функция блюстителей порядка. Художники показали разницу между двумя армиями. Французы выглядят оборванными, грязными и уставшими, а швейцарская армия представлена в идеальном строю и безупречной экипировке. Сегодня в швейцарской армии слово «бурбаки» на военном жаргоне означает подразделение в неопрятной форме. За заснеженными крышами Медона возвышается остроконечная башня готической церкви, переоборудованной в госпиталь, а несколько силуэтов крыш на заднем плане своими очертаниями рисуют центр деревни Ла-Вильер. У подножия холма вдоль дороги растянулась колонна французских артиллерийских частей. Если присмотреться, то можно увидеть здесь солдат в немецкой форме. Это немецкие военнопленные, переправившиеся в Швейцарию вместе с армией Бурбаки. В поле перед гостиницей и зданием таможни швейцарский генерал Ханс Герцог приветствует французского генерала Жюстена Криншана. Оба в сопровождении офицеров штаба, охраны и курьера. Доказательств, что подобная встреча генералов была, найти не удалось. Однако здесь художника не интересовала историческая точность. Эдуару Кастру было важно обратиться к эмоциям посетителей и придать панораме в целом гуманистический характер. Этот посыл также подчеркивается изображением погодной ситуации. Со стороны прибывающей французской армии небо красноватое, темное и пасмурное. Французы спасаются от угрозы в Швейцарии, где их ожидает в основном светлое голубое небо. Радушный прием художественно подчеркивается посредством ясной погоды. Панорама Бурбаки была написана и впервые представлена публике в Женеве. Но спустя 8 лет после открытия поток посетителей иссяк, и владельцам этого прибыльного поначалу предприятия пришлось искать новую аудиторию. Здесь стоит сказать, что панорамы в XIX веке, часто демонстрировавшиеся во временных павильонах, часто переезжавшие из города в город, по сути своей скорее напоминали цирк Шапито, как бы грубо это ни звучало, чем художественный музей. Панорама Бурбаки за историю своего бытования пережила один переезд. В 1889 году полотно было перевезено из Женевы в развивающийся туристический город Люцерн, где для панорамы было построено специальное здание.
И хотя панорама Бурбаки формально относится к батальному жанру живописи, как вы успели сами убедиться, это полотно, эта панорама не изображает какое-либо сражение. И даже напротив, оно наглядно нам демонстрирует идеалы пацифизма и гуманизма. Ведь только задумайтесь, более 87 тысяч французских солдат и офицеров вместе с гражданскими беженцами, вместе с сотрудниками Красного Креста, немецкими военнопленными, они были распределены по всей территории Швейцарии, примерно в 190 муниципалитетах в 24 областях. Конечно, для молодого государства это стало серьезным вызовом. Размещение, питание, медицинский уход, охрана целой армии – это непростая задача. И все-таки, несмотря на высказывавшиеся в то время опасения, местное население смогло принять солдат. Культурные границы раздвинулись, страх сменился любопытством, сочувствием и гостеприимством. Швейцарцы тепло приветствовали интернированных солдат, и самое главное, они смогли проявить о них заботу. И даже более того, к окончанию франко-прусской войны многие из этих незваных гостей смогли стать друзьями местному населению. В марте 1871 года армия Бурбаки навсегда покинула Швейцарию, оставив после себя гордую нацию в новом образе гуманной и дружелюбной страны. Пожалуй, что никакое другое событие второй половины XIX века не оставило столь глубоких, многочисленных и долгоживущих следов в коллективной памяти швейцарцев. В заключение хотелось бы коротко рассказать о том, что происходило с панорамой Бурбаки в 20 веке и о том, каков ее статус сейчас. В 1926 году в здании панорамы открылся гараж. Но необычный гараж, это была первая в континентальной Европе механизированная парковка. Полотно пришлось уменьшить в высоту. От первоначальных 14 метров осталось 10. И несмотря на то, что пожертвовать пришлось верхней частью панорамы, где было написано «небо», все-таки избежать изменений восприятия живописного произведения не удалось. Многое поменялось и в 1990-х годах в ходе масштабной реконструкции здания. У здания появилась стеклянная пристройка, после чего оно было открыто для посетителей как многофункциональный комплекс. С 1996 по 2003 годы полотно находилось на реставрации. Сейчас оно открыто для посетителей и находится под постоянным контролем специалистов-реставраторов. Ну а что касается самого здания панорамы, то оно, как и в начале 20 века, наряду с городской библиотекой, выставочным залом и кинотеатрами, образует архитектурный ансамбль, без которого невозможно представить вид современного Люцерна. Друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравился наш рассказ. Хочу напомнить, что мы в музее панораме «Бородинская битва», так же как и дружелюбные, гостеприимные швейцарцы, будем рады видеть вас в гостях. А еще мы будем рады, если вы оставите лайк, подпишитесь на наш канал и напишите комментарий под этим видео. Спасибо за внимание. До новых встреч.